Всем привет! Сегодня посмотрим, что произойдет, что тебя ждет в августе. И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем наш расклад. Итак, единичка. Первая карта у нас сигнификация, остальные читаем парно. Что в жизни в твоей сейчас происходит? Ураган. У тебя сейчас, знаешь, куча планов, куча идей, проектов и так далее, и ты хочешь все реализовать вот прямо здесь и сейчас. Ты и на курсы записалась, и новую диету начала, и решила работу поменять, еще и о переезде думаешь даже. Твоя энергия, она сейчас бьет прям через край. Но при этом ты разбрасываешься на все подряд, свою энергию. Ты сейчас очень импульсивная стала. Вчера решила волосы покрасить, сегодня купила в спортзал какой-нибудь абонемент. Завтра планируешь встретиться с мужчиной, который тебе написал в соцсетях. Ты сейчас действуешь максимально быстро и не раздумываешь, потому что ты боишься упустить возможности. Лето вот это. Но при этом ты часто дела до конца не доводишь. Сейчас ты вот в состоянии вечной спешки, я бы сказал. Опаздываешь на встречи, забываешь о важных делах, постоянно куда-то бежишь. Тебе кажется, что если ты остановишься хотя бы на секундочку, то что-то важное мимо пройдет. Поэтому ты живешь в режиме постоянного вот этого побега. А еще ты стал нетерпеливый. Ты хочешь результаты прямо сегодня. Сегодня ты сходила первый раз в спортзал, а утром уже ждешь, что ты скинула 500 килограмм, и у тебя пресс на кубиках. Ой, кубики на прессе. То есть ты, как сказать, хочешь результата прям вот сейчас. С мужиком познакомилась, через 3 дня думаешь, почему он не делает тебе предложение. Ты просто забыла сейчас, что хорошие вещи, они времени требуют. Какой сюрприз или поворот в августе? Новость придет, которая тебе сначала покажется полной катастрофой. То есть тебе сообщат, что вот что-то, что разрушит все твои планы. Или отменят какой-нибудь проект твой, на который ты рассчитывал. Или денег не дадут, или ипотеку не дадут. Понимаешь? То есть то, что принесет тебе, мир рушится. Но знаешь, что самое интересное? Эта новость плохая, она станет началом прекрасного. Когда вот один путь закроется, а откроется другой, гораздо лучший. Ты поймешь, что Вселенная, она просто уберегла тебя от большой ошибки. То, что казалось концом света, что тебе там ипотеку, кредит не одобрили, это окажется спасением. И в августе еще придет молодой человек с очень, как сказать, намерениями серьезными. Это будет не жгучий вот этот мачо, да, из там сериалов, а вот нежный, чувствительный мужчина, который умеет красиво ухаживать, придет. Он цветочки дарить будет, возможно, сюрпризики устраивать. И ты сначала подумаешь, что он слишком мягкий, мягкотелый для тебя. Но именно его романтичность, она твое сердечко растопит. Ты просто поймешь, что устала вот от этих альфа-самцов, которые считают, что женщина должна быть благодарна за их внимание. Нет, этот парень будет относиться к тебе как к принцессе, и ты почувствуешь себя по-настоящему женственной рядом с ним. Какие вызовы или тени августа стоит преодолеть?
Сильное искушение вернуться к старому в августе будет. Тебе вот покажется, что вот все новое, что ты строишь, оно слишком сложно и неопределенно. И захочется бросить все вот эти нововведения и вернуться к привычной жизни. И это будет очень сильное желание. То есть сдаться и жить как раньше. Еще у тебя соблазн будет поддаться слабостям своим. Если ты, например, сидишь на диете, то захочется плова наесться с хлебом, да еще и кучу майонеза. Если ты курить бросаешь, то, конечно, потянет за сигареткой. Вот тебя, в общем, соблазн будет поддаться слабостям своим. Но самое опасное, ты поддашься желанию вот все контролировать. То есть тебе захочется руководить и новым мужиком, и подругам диктовать, что им делать, и вмешиваться в чужие дела захочется. То есть ты будешь думать, что ты знаешь лучше всех, как надо жить. А это оттолкнет от тебя людей. Твоя главная проблема в августе, она будет в том, что ты, как сказать, вот попытаешься ускорить все процессы. Тебе и мужика захочется заставить быстрее решения принимать, и начальника заставить быстрее повышать зарплату, и организм заставить быстрее похудеть. Но жизнь, она не терпит принуждения. Чем больше ты будешь давить пространство, тем медленнее все будет происходить. Законы Вселенной, здравствуйте. Как август изменит твою жизнь к лучшему? Ну, он тебя научит терпеливой быть в итоге. Ты поймешь, что торопить события не нужно, что все происходит в свое время. И начнешь получать удовольствие от процесса, а не только вот от результата. То есть больше жизни начнешь доверять. И вот это все кардинально изменит твой подход к цели. И, конечно, в августе ты обретешь внутреннее солнышко. Ты будешь солнышко. То есть твоя жизнь, она новыми красками засияет. Ты почувствуешь себя счастливой просто так, вот просто без особых причин. Утром вот проснешься с улыбкой и будешь радоваться мелочам. Повод для смеха находить там в обычных ситуациях. Эта радость, она станет твоей новой природой. И в августе, в конце, ты станешь магнитом для хороших людей. То есть к тебе потянутся интересные люди. Позитивные, успешные, неважно, хорошие. И ты расширишь круг общения. Найдешь друзей новых, познакомишься с людьми влиятельными. То есть твоя жизнь, она станет намного богаче и разнообразнее. И самое главное, ты ясность в своих желаниях обретешь. Перестанешь вот эти метания между разными целями и просто сосредоточишься на том, что действительно для тебя важно, понимаешь? Поймешь, чего ты от жизни хочешь, чего ты хочешь от работы, от своей, от отношений своих. И вот эта ясность, она тебе даст огромную силу. И, конечно же, уверенность в себе. То есть август, он станет поворотной точкой, после которой твоя жизнь только вверх попрет и больше никуда. Обязательно подписывайся на канал, жмякай на колокольчик, и перейдем ко второму варианту. Двоечка. Двоечка, двоечка. Что происходит сейчас в твоей жизни? И это первая карта — сигнификация. Но у тебя кучу дел, и ты не справляешься. У тебя работа, дом, дети, родители, муж, и все внимания хотят одновременно. Ты встаешь в 6 утра, завтрак готовишь, на работу бежишь, вечером детей из садика, готовишь ужин, помогаешь с уроками и так далее. А в выходные еще и к родителям едешь, потому что мама опять жалуется на здоровье.
И ты вот постоянно переключаешься сейчас между ролями. То ты строгая мама, которая делает замечания. Через минуту ты превращаешься в понимающую жену, которая мужа своего выслушивает. А потом становишься ответственной дочерью, да? Которая проблемы мамы, родителей решает. На работе ты роль профессионала играешь, который все знает и все умеет. И знаешь уже что? Ты прям запуталась сейчас, кто ты на самом деле. Ты вот настолько привыкла под всех подстраиваться, что ты просто про собственные потребности забыла. Когда тебя спрашивают, чего ты хочешь, ты даже ответить не можешь, потому что давно ты не думала о себе. И сейчас у тебя, как сказать, постоянный стресс от того, что ты чего-то не успеваешь. Тебе кажется, что если ты расслабишься хотя бы вот на один день, то все развалится. Что там семья не сможет без тебя функционировать. Но знаешь, на самом деле ты создала эту зависимость. Понимаешь? Взяв на себя слишком дохрена, извини меня за выражение. Какой сюрприз или поворот ждет тебя в августе? Ты просто поймешь в августе, знаешь, что жизнь, которую ты ведешь, она тебя больше не устраивает. Произойдет событие, которое заставит тебя остановиться и подумать. Будешь думать, зачем я все это делаю? Понимаешь? Ты осознаешь, что ты живешь не свою жизнь, что вот эти все годы ты играла роль там идеальной жены, идеальной матери, идеальной дочери, но при этом, при всем, ты забыла про себя как про женщину. Поймешь, что у тебя нет хобби, у тебя нет подруги даже. Нет времени на то, что там мороженку съесть, грубо говоря. Ты превратилась в функцию, а не в человека. И в твою жизнь ворвется новая возможность. Тебе предложат что-то неожиданное. Это или новая работа, или переезд. Сначала ты подумаешь, это невозможно, у меня там семья, дети, обязательства. Но просто потом ты поймешь, что это твой шанс себя вернуть. Понимаешь? И эта возможность, она будет связана с твоими давно забытыми мечтами. Вот о чем ты мечтала до замужества? Вот именно это тебе предложат в августе. Да. Какие вызовы или тени августа стоит преодолеть? Извиняюсь, горло болит. Главный вызов — научиться говорить «нет» и не чувствовать себя при этом виноватой. Вот этот главный вызов в августе. То есть тебе придется стать жесткой вот с теми, кто привык на тебе кататься, паразитировать. Муж, который не может носки свои найти без твоей помощи. Дети, которые не убирают за собой, потому что знают, что там мама сама все сделает. Еще тебе нужно будет сохранить семейное спокойствие, когда ты начнешь меняться. Потому что домашние твои, они будут сопротивляться твоим переменам. Потому что они привыкли, что ты всегда доступна, всегда готова помочь, всегда ставишь их интересы выше своих. И вот когда ты начнешь о себе думать, они это воспримут как предательство. И тебе будет очень сложно найти баланс между строгостью и заботой. С одной стороны, нужно будет поставить четкие границы и требовать соблюдения этих границ, а с другой стороны, не превратиться в злую ведьму, которая только и делает, что критикует и требует. То есть нужно будет золотую серединку найти между мягкостью и вредностью. Ну, нет, даже твердостью, не вредностью. Но самый трудный вызов — это будет преодолеть свое чувство вины. Потому что, я объясню, потому что тебе казаться будет, что ты плохая мама, ты плохая жена, ты плохая дочь, если ты о себе начнешь думать. Будешь думать, что семья развалится без твоего постоянного контроля. Но это не так. Наоборот, ты станешь счастливой, если, как сказать, если начнешь и о себе думать. Я извиняюсь, горло болит. Как август изменит твою жизнь к лучшему? Получишь то, что заслужила за все эти годы самопожертвования. То есть тебе воздастся по справедливости за всю твою заботу о других. Это
признание на работе, благодарность семьи, денежки, ну, премия денежная. Но главное, знаешь, ты почувствуешь, что ты все делаешь не напрасно. И самое классное, ты сможешь помогать всем, когда ты о себе начнешь думать. Понимаешь? То есть твоя счастливая улыбка на твоем лице — это равно счастье семейное. Понимаешь? Август научит тебя, знаешь, удовольствие получать от того, что ты даешь и получаешь. Вот сейчас ты как? Помогаешь из чувства долга, а потом ты будешь делать это по желанию. То есть научишься выбирать, кому помочь, а кого послать к деду на картошку копать. И это все тебе будет приносить настоящую радость. Я знаю, что я тебе тут не напророчил чего-то такого, но август пройдет и напишешь, так это было или не так. И новая роль у тебя в семье. Не слуги, а наставника. То есть сейчас ты слуга. Ты научишь своих домашних быть самостоятельными. Покажешь им, как заботиться не только о себе, но и о других. Я извиняюсь, горло. Но ты все поняла. Поэтому все будет хорошо, не переживай и помни, что дед всегда рядом. Троечки. Сегодня я всех расстрою, потому что болтать сильно не хочется. Что сейчас происходит в твоей жизни? Ну, ты влюбилась и чувствуешь себя вот заново родившейся. И мужчина вот этот, он появился в твоей жизни вот-вот буквально. То есть недавно. Но он уже перевернул все с ног на голову. Ты сейчас с улыбкой просыпаешься, весь день о нем думаешь, засыпаешь с его именем на губах, а вот все вот прям ути-пути троллялюшки. И ты давно такого не испытывал. Это хорошо, я за тебя очень сильно рад. Зато ты снова сейчас стала чувствовать себя женщиной. После развода уже очень несколько лет прошло. Очень много. Ты думала, что способность любить у тебя вот это все умерло, ходила на работу, детей воспитывала, с подругами встречалась, но внутри была пустота. И сейчас вот эта пустота, она заполнилась новыми эмоциями. Сердце твое, оно, знаешь, оно как будто ожило, вот как медведь после долгой спячки. Ты снова замечаешь вокруг красоту. Одежду себе начал уже думать покупать, да? Новые прически, лишь бы не каре. Окружающие тоже говорят, что ты помолодела, ты посвежела. И это ведь правда, потому что любовь творит чудеса с женщиной. Лишь бы она с мозгами со своими не попрощалась. Но знаешь, что ты еще по картам вот боишься полностью довериться этим чувствам. Потому что прошлое замужество, да, прошлый мужик, вот бывший, он тебе такие глубокие раны оставил, что, как сказать, что даже вот ты опасаешься снова ошибиться. Это я мягко говорю. Поэтому ты сейчас все еще дистанцию держишь, то есть не позволяешь себе полностью расслабиться. И живешь между вот страхом и надеждой. Какой сюрприз или поворот ждет тебя в августе? Работать с очень крутыми людьми тебе предложат. И это будет не просто новая работа, это будет в каком-то серьезном проекте участие, где вот собрались профессионалы, причем высочайшего уровня. И сначала подумай, что тебе это, конечно, не по зубам, что ты там, ну, недостаточно опытная, да, для такой вот компании людей. Но потом окажется, что ты, как сказать, станешь вот душой вот этой команды. Потому что у тебя качества есть, которых не хватает остальным участникам.
извиняюсь. Я надеюсь, что я это вырежу и не забуду. Вот, и к тебе будут прислушиваться, будут спрашивать твое мнение. К концу августа ты уже станешь, как сказать, неформальным лидером вот этой группы. Люди к тебе за советом будут обращаться, они проблемами делиться будут с тобой. То есть ты станешь душой вот этой команды. Знаешь, что самое интересное? Этот проект, он станет началом твоей новой карьеры. То, что тебе покажется сначала временной какой-то подработкой, это превратится в дело твоей жизни, понимаешь? То есть истинное призвание найдешь. Какие вызовы или тени августа стоит преодолеть? Ну, знаешь, вызов в августе — это готовность расстаться вот с комфортной, но скучной жизнью. Потому что у тебя сейчас все стабильно, все предсказуемо, там работа не напрягает, денег хватает там на простые нужды. Время на отдых даже есть. Но вот эта стабильность, она превратилась уже в болото, которое тебя засасывает. А новые возможности потребуют от тебя рискнуть этим спокойствием. То есть тебе придется уйти с привычного места, взять, как сказать, новые обязательства придется. И ответственность за других людей придется нести, конечно. И ты будешь очень сильно сомневаться, прям очень сильно. Думать будешь, стоит ли менять вот эту птичку, синицу в руках, чем мужика под кроватью. И знаешь, еще одна проблема. Ты привыкла вот жить скромно и экономно. После развода ты вот научилась считать каждую копейку, потому что бывший тебя... Я вот, знаете, я сегодня не хочу ругаться, материться, у меня и так голова болит, но он тебя оставил практически без ничего, без средств к существованию. И ты привыкла вот отказывать себе в удовольствиях. Там бюджет привыкла планировать на месяцы вперед. А новая работа, она, знаешь, она предложит тебе вообще другой уровень жизни. То есть с большими доходами, с большими и тратами, конечно же. И тебе, знаешь, страшно позволить себе жить богато. Потому что вот этот прошлый опыт, он... Ну вот как тут без мата сказать? Скажи мне про того мужика. Я не знаю. Вот я не знаю. А вы мне, где ты материшься? Ну, он тебя без ничего оставил, этот мудила, блин. А ты потом себя каждую копейку считаешь, и у тебя уже бзик в голове. Я, извините, сорвался уже. Уже бзик в голове, что лишнюю копейку не потратить, потому что неизвестно, что завтра будет. Вот я тебе и рассказал все. Как август изменит твою жизнь к лучшему, знаешь, ты независимой женщиной станешь. Ты поймешь, что ты можешь обеспечить себе вообще любой уровень жизни своими собственными силами. Не нужно ни от кого зависеть, никого денег просить, ни на кого рассчитывать. У тебя просто будут свои доходы, свои сбережения, своя, как говорится, финансовая подушка, финансовая свобода, даже я бы сказал. И знаешь, самое крутое, ты научишься удовольствие получать от своих достижений. Вот раньше как было? Ну, не раньше, а сейчас, потому что я как будто уже там в будущем. Вот сейчас как ты? Работаешь, чтобы просто покушать, чтобы просто выжить. А вот будешь работать ради удовольствия от процесса, понимаешь? Ты поймешь, что можешь не только денежки зарабатывать, но и кайф от того, что ты делаешь, получать. И знаешь, август тебя научит быть хитрожопой, ну, в хорошем смысле этого слова. Ты поймешь, как вот правильно себя подавать, как там находить нужных людей, как использовать там обстоятельства в свою пользу. Не через обман и подлость, нет, через умение вот читать ситуацию и действовать в нужный момент. Но главное, ты перестанешь играть по чужим правилам. Раньше ты как делал? Не раньше, а сейчас. Вот как ты делала? Ты подстраиваешься там под обстоятельства, под ситуации, под людей. А потом ты будешь вот создавать обстоятельства под себя, понимаешь?
И если что-то тебе не будет нравиться, ты не будешь терпеть и перемен ждать. Потому что что? Потому что, скорее всего, ты аркана проживаешь. То есть ты сама эти перемены устроишь, потому что ты юный пират. То есть август тебя превратит, знаешь, из жертвы обстоятельств вот в хозяйку своей собственной судьбы. Ну, если, конечно, ты на попе ровно не будешь сидеть. Обязательно приходи в проживание арканов. Ссылка в закрепленном комментарии и в описании к видео. Я знаю, что второй расклад не получился, но простите, чего-то я заболел. И помните, что дед даже больной всегда рядом.